Привет, это канал Взлет, меня зовут Ольга, и в этом видео мы с вами обсудим новинки 11 каталога Oriflame. Мы поговорим с вами о новых детских сериях: шампунь для волос и тела и мыло Король Лев, детская зубная паста и мыло Мини Маппеты, крем для душа молоко и мед золотой серии, масло для тела и волос миндаль, и обсудим сахарную маску скраб для губ 2 в 1 с мятой лаймом Love Nature. Все это вы увидите в этом видео. Поехали! Как здорово, что Oriflame периодически радует нас новинками детской коллекции в коллаборации с компанией Disney. Моя маленькая дочка Марта, которой недавно исполнилось 6 лет, просто обожает все детские коллекции. Вы бы видели ее лицо, когда я показывала ей яркие, жизнерадостные, вот такие сочные и красивые новинки. И давайте же мы начнем наше обсуждение с коллекции Король Лев. Это всем известный мультик, и его герои теперь будут сопровождать наших малышей в их ежедневном уходе за собой. Сочный банановый аромат и яркие упаковки будут поднимать настроение нашим деткам даже в хмурный день. Ведь девиз мультика Король Лев — это Акуна Матата. Первый продукт — это шампунь для волос и тела Король Лев. На упаковке мы видим самого короля льва, очень маленького еще малыша, такого же малыша, как наши с вами детки, и его двух друзей. Конечно же, обращаю ваше внимание, что несмотря на то, что на дне упаковки мы видим срок годности этого средства до марта 2023 года, с момента вскрытия пломбы срок годности становится 12 месяцев, о чем говорит нам баночка с крышечкой, которую мы тоже встречаем на упаковке. Именно мы, родители, должны следить за тем, чтобы средства, которыми мы ухаживаем за нашими малышами, не оказались просроченными. Поэтому очень важно покупать подобные средства с пломбами и вскрывать их только перед самым использованием и следить за тем, чтобы они использовались во время срока годности. За что я люблю серию Disney, конкретно шампуни этой серии, за то, что все шампуни идут с формулой без слез, с мягкой, сбалансированной, разработанной специально для детей. Они образуют кремовую пену и бережно очистят кожу и волосы, оставят их свежими и мягкими. Как только мы убираем пломбу и открываем баночку, то ощущаем сочный, яркий аромат спелого банана. Я вот ощущаю такой же аромат, когда открываю маску для волос банан от Oriflame, по-моему, Love Nature. И вот точно такой же яркий, вот хочется съесть. Именно поэтому малыши должны использовать такие средства только под вашим личным контролем, чтобы у них не возникало желания съесть этот продукт. Давайте посмотрим мыло. Оно приходит в такой же яркой упаковке. Мы видим маленького львенка Симбу. Само мыло у нас 75 грамм. Оно не большим куском 100 грамм, но это же и детское мыло 75 грамм. И не маленьким, не стали экономить и делать маленький кусочек 50-граммовый. Давайте откроем упаковку и увидим, что это мыло сделано фигурным в форме львенка Симбы. Точно такой же сочный аромат банана — это удовольствие. Вот поверьте мне, это вот настоящее фруктовое арома удовольствие. И это мыло, когда я его распечатала, его увидела моя дочка младшая, и она прямо сказала: «Мама, это такая красота, неужели я теперь тоже смогу этим пользоваться?» Поэтому я уверена, что любой малыш, именно ваш малыш, тоже придет в восторг от подобного выпуска, подобной формы выпуска вот этого косметического средства. У мыла тоже мягкая формула, оно образует кремовую пену и бережно очищает кожу, оставляя ее свежей и мягкой. Вся продукция протестирована под дерматологическим контролем. Но если мультик Король Лев я лично знаю с детства, то Мини Маппеты как-то обошли меня немного стороной. Ну что ж, будет повод познакомиться с этими героями поближе и мне, и моей младшей дочке, потому что у Oriflame вышла еще одна серия в сотрудничестве с компанией Disney. Эта серия тоже по уходу, но теперь уже за зубками, и также в этой серии есть фигурное мыло. Детская зубная паста Мини Маппеты, в ней 50 мл. Она наконец-то не с клубничным ароматом. До этого менялась упаковка, но клубничный вкус оставался незыблемым, несменяемым. И когда я увидела, что здесь у нас появилась
яблочко, зеленое яблочко, которое изображено на самой пасте. И это значит, что здесь будет вкус и аромат яблока, который тоже уже протестировала моя младшая дочка, и он ей очень понравился. На яблочке, которое изображено на самой упаковке пасты, мы видим, что эта зубная паста рекомендована для деток от 2 до 6 лет. Именно по уходу за молочными зубками. Когда зубки начнут меняться, вы сможете подобрать своему малышу более взрослую зубную пасту. Эта паста содержит фтор в рекомендованной ежедневной концентрации для очищения, защиты и укрепления молочных зубов. Когда мы откручиваем колпачок, то видим, что паста запечатана фольгой, на ней есть пломба, и это значит, что тоже до вас ее никто не открывал, и вы будете первым, кто откроет ее срок годности, потому что с обратной стороны упаковки пасты мы видим значок баночка с крышечкой 6 месяцев. Эту пасту нужно использовать в течение 6 месяцев с момента вскрытия пломбы. Я лично сама очень люблю гелевые пасты и стараюсь выбирать для моих детей тоже именно гелевые пасты. И эта паста прозрачная, гелевая, очень красивая, и аромат яблока чувствуется сразу, как только я ее открываю. И, конечно же, дорогие мамочки и папочки, будьте рядом со своими детками, когда они чистят зубы, чтобы они не поддались на этот яркий, вкусный, соблазнительный очень аромат и не захотели скушать это косметическое средство. Давайте же распечатаем мыло с сочным ароматом зеленого яблока из коллекции мини-маппетов. Это мыло поможет приучить ребенка к чистоте, а мягкая формула бережно очистит кожу, оставляя ее свежей и мягкой. Фигурное мыло в виде лягушонка, героя этого, я так понимаю, популярного мультфильма. Кстати, напишите в комментариях, смотрели ли ваши дети этот мультфильм. Вот мы как-то прошли мимо него, но теперь моя Марта увидела вот этого лягушонка, который тоже просто потрясающе пахнет зеленым яблочком, и заинтересовалась, что это за такой мультфильм. На мой взгляд, замечательные коллекции в детской серии Oriflame, еще и в сотрудничестве с Disney, еще и мягкие гипоаллергенные формулы без слез, и проявили такую креативность, сделали не просто мыло, раньше было мыло и какое-то выбито небольшое изображение героя, а сейчас это вот такие вот фигурки. И, кстати, с обратной стороны каждой фигурки написано Disney. Это говорит о том, что вот это вот крутое сотрудничество очень здорово поддерживает бренд компании Oriflame. Кстати, я не знаю даже, кто кого усиливает, как вы считаете. Я думаю, что это вполне такое взаимовыгодное сотрудничество с двух сторон. Два таких мощных бренда объединились, чтобы сделать классную продукцию для наших с вами деток. Ну а мы переходим к более взрослым новинкам каталога. И первое, о чем я хочу вам рассказать, это крем для душа «Мед, молоко. Золотая серия». Конечно же, я уверена, многие из вас знают этот продукт. И даже я немного подзабыла, когда я пользовалась этим средством. Но как только я открыла баночку, здесь тоже мы находим пломбу, которая фиксирует, вскрытие этой пломбы фиксирует второй срок годности. И вот я только вдохнула этот аромат из этой упаковки, я сразу же вспомнила, насколько я любила это средство. Что такое крем для душа? Я уверена, что многие из вас это знают, но на всякий случай я еще раз скажу. Это то же самое средство, пенящееся для очищения кожи тела во время принятия душа, но оно в кремообразной форме и обогащено большим количеством ухаживающих ингредиентов. То есть есть гель для душа, он более прозрачный и более такой, знаете, скрипучий. А есть крем для душа, он более мягкий для тела, для кожи тела, и он более ухаживающий. И, по-моему, самое ухаживающее средство для душа каталога Oriflame — это именно вот этот крем для душа из серии «Мед, молоко». У него красивая перламутровая текстура, она такая бежево-золотистая, просто потрясающая. И у этого средства Oriflame сообщает нам, что улучшенная формула, она увлажняющая, с органическими экстрактами молока и меда, которые мы находим в составе этого продукта на сайте Oriflame. И эта формула бережно очищает, в чем я уже убедилась, и смягчает кожу. Нежная кремовая текстура легко будет образовывать воздушную пену, а
легендарный молочно-медовый аромат превратит ежедневный уход в наслаждение. И если они, может быть, формулу улучшили, изменили, доработали, то аромат действительно остался тот самый легендарный аромат серии «Молоко и мед». А вы вообще слышали эту историю о Клеопатре, которая принимала ванны медовые из молока огромного количества ослиц, и благодаря этому оставалась молодой, юной и красивой. А нам теперь не нужно содержать огромное количество ослиц и разбавлять все эти ванны медом, молочные ванны. У нас есть серия «Молоко и мед». Да, вот такая вот красивая легенда сопровождает эту серию, бестселлер уже много-много лет. Переходим к следующей новинке. Это масло сладкого миндаля, которое появляется в каталоге Oriflame. Сразу обращаю ваше внимание, что несмотря на то, что в каталоге написано, что это масло, если мы посмотрим описание чуть более подробные, то вы увидите, что написано, что это средство с маслом сладкого миндаля. Состав этого продукта далеко не само масло, а в него входит большое количество ингредиентов. Поэтому, если для вас это принципиально, то я обращаю на это ваше внимание. Само средство замечательное, оно действительно пахнет миндалем, и оно имеет в составе это самое масло сладкого миндаля, которое обладает смягчающими, увлажняющими свойствами и просто потрясающе полезно для ухода за кожей, волосами и ногтями. И также, кроме этого масла, в составе есть витамины А, В и Е, которые будут защищать и успокаивать кожу. Само масло по текстуре и по ощущениям и по впитываемости один в один, как масло-близнец из этой же коллекции Love Nature, масло авокадо, которое я уже давно и нежно полюбила. И использовать это средство можно практически в тех же самых ситуациях, как и масло авокадо. Это наносить, естественно, на тело с целью смягчения, увлажнения, ухода вашей кожи, тела. Также можно наносить на кончики волос, можно наносить на волосы и делать теплое обертывание, делать маску на волосах с помощью этого масла. И можно ухаживать за ногтями. Кто помнит, что у нас было в Oriflame масло сладкого миндаля? Я очень хорошо помню, это была серия для ногтей, правда, тогда я еще не увлекалась рассматриванием составом, я и сейчас этим не сильно увлекаюсь, но я знаю, что для многих из вас это принципиально, поэтому я вам это проговариваю. И вот это масло служило просто для меня лично в огромном количестве случаев. Я добавляла его всегда в ванночку, когда делала маникюр. Капала в ванночку, сейчас я использую масло Spa с этой целью, но, кстати, буду использовать вот это масло и масло авокадо. Пока ногти распариваются перед маникюром, руки тоже увлажняются и становятся очень мягкими и очень ухоженными. Также это масло я наносила просто на руки вместо крема для рук. Я думаю, что это масло тоже можно точно таким же способом использовать. И вообще, многие из вас, наверное, знают, что я обожаю просто масляный уход, и для меня эта текстура сейчас на данный момент самая комфортная в уходе за собой. Кстати, в составе вот этого самого масла я еще и увидела кумарин, который защищает кожу от ультрафиолета. Ну, обладает такими свойствами. Поэтому, насколько у этого масла есть высокий солнцезащитный фактор, я вам точно не могу сказать, но его можно использовать дополнительно на пляже, дополнительно к вашему солнцезащитному средству. Это масло наверняка придаст блеск вашей коже на пляже, будет немного защищать от солнца и будет притягивать в том числе солнечные лучи. Вот тоже, кстати, когда я загораю, я очень люблю тоже масляные текстуры. На них загар ложится очень-очень ровно, ярко, красивый потом получается загар. Но, тем не менее, принимайте во внимание, что это масло не имеет заявленной защиты от солнца, поэтому обязательно его нужно использовать вместе с солнцезащитными средствами. Сахарная маска скраб для губ с лаймом и мятой. Очень давно многие просили, ах, был когда-то в Oriflame скраб для губ, мы так по нему тоскуем. Я читала в разных отзывах, в разных комментариях, и вот Oriflame вас услышал. Наверное, так же, как и я, читаю отзывы, мне всегда интересно, что вы думаете о том или ином продукте. Я с удовольствием читаю все комментарии, которые вы оставляете на YouTube-канале Взлет. И компания Oriflame тоже, наверное, следит за нашими предпочтениями и выпускает вот такие продукты, идет за нашими пожеланиями. Итак, приходит сахарная маска скраб в картонной коробочке, мы ее открываем и видим внутри тюбик, похожий на тюбик зубной пасты.
пасты. Тоже обращаю ваше внимание, что несмотря на то, что на коробочке написано, что это маска скраб действительно до февраля 2023 года, на самом деле ее срок годности с момента вскрытия 6 месяцев. Поэтому открываем и засекаем 6 месяцев. Но все-таки это продукт, который мы наносим даже не только на губы как помаду, но мы его будем растирать на губах как скраб, и в чем-то даже он будет попадать к нам внутрь. И это, наверное, самый продукт, который сильнее всего попадает внутрь организма, потому что когда вы делаете массаж губ с помощью этого скраба, все равно со слюной часть косметического продукта будет попадать в вас. Итак, сам скраб пахнет приятно, очень нежно, совершенно не химозно и нет каких-то вот ярко выраженных ароматов. Давайте я нанесу на руку, мы посмотрим текстуру. Он достаточно густой, гелевый. Гелевая текстура подобная там гелю огурцу, но она немного липкая. То есть вот этот вот сахарный состав, он имеет место быть. Сейчас я наносить эту маску скраб на губы не буду, потому что вы все равно ничего от этого не увидите, но я уже ее тестировала на губах и могу вам сказать, что действительно она очень сладкая. У нее есть небольшая такая цитрусовая кислинка, ну совсем-совсем небольшая, сладости в ней больше. Такое ощущение, что она даже в чем-то медовая. Вот сейчас, когда я нанесла, кстати, очень ярко заиграл вот этот вот цитрусовый аромат лайма, и у нее есть вот прям совсем минимальный, совсем небольшой разогревающий эффект. Вот мне от нее немного жарковато. Сама маска мягко отшелушивает кожу, но при этом питает и увлажняет и будет оставлять ваши губы гладкими и мягкими. И она безумно богата. Вот такой маленький пузырек, очень богат разными экстрактами. Здесь есть экстракт маракуйи, который богат жирными кислотами, витамином Е. Он насытит губы влагой. Экстракт лайма, который будет обновлять и разглаживать кожу губ. Экстракт мяты, богатый витаминами, антиоксидантами, он освежит ваши губки. И тростниковый сахар, который бережно отшелушит омертвевшие клетки и добавит сладости этой интересной и вкусной процедуре, как уход и очищение, отшелушивание ваших губок. Можно использовать двумя способами. Не зря она называется 2 в 1. Нанести на губы и помассировать, потом удалить излишки, либо нанести на губы как маску, не разговаривать, что для нас, девочки, иногда сложновато. 15 минут подержать как маску и потом тоже удалить излишки. В результате получаем гладкие, красивые и ухоженные губки. Вот такие новинки Oriflame ждут нас в 11 каталоге. Что вы думаете о новых запусках? Делитесь со мной в комментариях. Ну и ставьте лайк, если вам был интересен и полезен мой обзор. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещение и посмотреть видео на канале Взлет самыми первыми. Пока-пока!